Вы замечали, что иногда, пытаясь произвести определенное впечатление на людей, все получается ровно наоборот, и вы оставляете совсем не те эмоции, которые хотелось? Или вам кажется иногда, что вы вот такой смелый, классный, пробивной, а люди воспринимают вас скромным, застенчивым и неуверенным в себе? От чего же это зависит и что отвечает за это в астрологии? Сегодня об этом и расскажу. Привет, меня зовут Саша, и сегодня новый выпуск, моя любимая тема — асцендент. Поехали! Обязательно поставьте лайк этому видео, вам ничего не стоит, а мне большая радость, потому что это продвигает видео и показывает его большему количеству людей. Конечно, это очень приятно, когда ты что-то создаешь. Спасибо большое. Итак, асцендент. Асцендент, я очень люблю эту тему, потому что нельзя недооценивать силу асцендента на характер человека. Как говорят астрологи, сначала в помещение входит твой асцендент, а потом уже весь ты. Что такое асцендент технически? Технически это восходящий знак в гороскопе. Сейчас вот здесь постараюсь вставить картинку, немножко придется сегодня напрячься, опять построить свою натальную карту, если вы еще не строили. Как и где строить, я уже снимала, есть видео, оно прям в шапке канала. Построить и найти свой асцендент, а именно в каком знаке у вас находится эта жирная черточка с тремя буковками АСЦ. Это и есть ваш асцендент. Асцендент — это как обложка у книги, это то самое первое впечатление, которое мы производим в обществе, на людей. Не то, какие мы являемся на самом деле, это уже наш солнечный знак, ну то есть знак зодиака для большинства, а асцендент — это именно то, какими мы кажемся для окружающих людей. Поэтому я очень люблю эту тему, лично мне она в свое время открыла глаза на многие вещи, почему люди меня видят так или иначе. Я, кстати, сегодня постаралась одеться как свой асцендент, пока подумайте, что у меня за знак, я вам потом расскажу на примере себя много интересного. На самом деле асцендент — это и ваша внешность, это и ваш стиль, и то, как вы одеты, и то, как вы себя ведете, активно, пассивно, ярко, скромно. Это все в комплексе и есть проявление вашего асцендента. Поэтому так важно знать, какой у вас асцендент, что это за знак и что он под собой подразумевает. Сегодня будут фото знаменитостей, у которых тот или иной асцендент, чтобы всем было понятно, о чем идет речь. Еще раз поставьте лайк, подпишитесь, если еще не подписаны, вас становится все больше и больше, меня это безумно радует. Пишите комментарии, уже начались какие-то негативные, позитивные, разные комментарии, пишите, главное, что вы думаете, мне всегда приятно читать. Поехали. Итак, воздух. Первое. Если ваш асцендент в Близнецах, то, скорее всего, вы как большой ребенок. Эти люди очень много говорят, они активны, они любознательные, могут выглядеть моложе своего возраста, они экспрессивны, болтливы даже и очень открытые. Близнецам легко работать в режиме многозадачности, легко переключаться от темы к теме. Они беспокойны, подвижны, не могут долго часто сидеть на одном месте. Им одинаково близки как и просто разговоры по душам, так и какие-то интеллектуальные глубокие беседы. Вообще для асцендента в Близнецах характерно два типа людей. Это такой очень артистичный тип, легкий, болтливый, активный, позитивный, и наоборот сдержанный, такой саркастичный интеллектуал, который колкий такой, с хорошим чувством юмора, но очень острый. Внешне часто эти люди худощавые, высокие, с такими острыми чертами лица. Обычно асцендент в Близнецах — человек, который не скрывает свои чувства и эмоции, поэтому может показаться излишне открытым и эмоциональным. Такой асцендент наделяет человека очень быстрой, грамотной речью, и если, допустим, в компании присутствует там 3-5 человек, то он старается моментально реагировать на все реплики, отвечать сразу всем и на все вопросы.
Еще у этих людей характерная походка, она легкая, воздушная, они как будто бы скачут, плывут по жизни. Если подытожить, то несмотря на ваш знак Солнца, то есть знак зодиака общий, такой асцендент в Близнецах может давать очень легкое впечатление о человеке, очень такое воздушное, приятное, приятный собеседник, легкий человек, может быть излишне любознательный, может быть излишне, наоборот, заносчивый, если в другую сторону, но в целом это всегда поставленная хорошая речь, активность и общительность. Асцендент в Весах. Это очень очаровательные, обаятельные люди, по крайней мере, они производят такое впечатление. Женщина особенно, она всегда модница, она всегда изящная, она легкая, она женственная, она обаятельная. Обладатели асцендента в Весах могут показаться немного скромными или нерешительными, но на самом деле это чувство такта и воспитанность, для них это очень важно. И так они себя будут вести ровно до тех пор, пока не почувствуют какую-то явную несправедливость или неуважение по отношению к себе. Вот тогда они покажут свой характер в полной мере. Вообще, конечно, асцендент в Весах — это эстет, это человек с художественным вкусом, с любовью ко всему красивому, ко всему такому изысканному, даже если он так случилось, что родился в очень простой семье или в неблагополучной семье, такой человек все равно будет идти такой дорогой по жизни, которая будет его выводить вот к каким-то культурным людям, к высоким сословиям, каким-то совсем другим вообще людям, с которыми он не сталкивался в детстве, которые дадут ему многое, оценят его художественный вкус, его вот это эстетское чутье, любовь ко всему красивому, к изысканному, к дорогому. Асцендент в Весах очень ценит внешнюю красоту, но не менее он ценит и внутреннее содержание человека. И вообще красота важна ему во всех проявлениях, если это его жилище, если это одежда, если это люди, окружающие его, по возможности этот человек будет выбирать все красивое, все приятное глазу. Что касается внешности, то, как правило, природа наделяет таких людей внешней красотой, такой причем классической, это обычно красивое лицо, выраженный рот, узкая талия, высокий рост, то есть такие в классическом понимании красивые люди. В целом же, если подытожить, асцендент в Весах — это артистичный, обаятельный, привлекательный, располагающий к себе человек, разбирающийся в людях неплохо, понимающий человеческую психологию и умеющий быть дипломатом, умеющий строить отношения практически с любым человеком, а если доходит до конфликта, то он умеет очень хорошо его решать, либо будет политика невмешательства, то есть он немножечко отходит назад, но не лезет в гущу. Асцендент в Водолее, последний воздушный знак. Это самые такие неформалы, самые неординарные люди. Обычно внешне они действительно выделяются. Это вот как раз когда какой-то необычный изъян во внешности, там, я не знаю, щербинка в зубах, глаза разного цвета, волосы зеленые, красные, оранжевые, прическа необычная, пирсинг, еще что-то, татуировки. То есть эти люди, они часто внешне выглядят неформально, нестандартно, потому что для них важно не быть похожим на всех остальных, важно выделяться из толпы и не быть как эта серая масса, что называется. Обычно они дружелюбные, общительные, открытые, идейные, очень контактные. Это такая душа компании, чисто визуальное вот восприятие от такого человека. Но при первом знакомстве при этом это может быть немного такая отстраненность, холод, как бы тем самым показывая свою независимость новому человеку. Асцендент Водолея часто человек широких взглядов и буквально обладает какими-то распахнутыми большими глазами, смотрящими на мир. У него цепкая память, он жадно
впитывает информацию, ему интересно жить, ему интересно общаться, у него какой-то всегда есть необычный жизненный опыт, может мистический опыт, и его нестандартная внешность как раз-таки может не раздражать людей, как это часто бывает, а наоборот притягивать, привлекать и заставлять познакомиться с ним, собственно. Он общительный, он открытый, он позитивный, но при этом он независимый внутренне.